Всем привет! С вами Артем Ворожцов, и это бонус видео про числа Фибоначчи и матрицы. Давайте вспомним, как мы определили функцию f в прошлом видео. Вот первые 20 чисел Фибоначчи. Они начинаются с 1, 1, дальше идет 2, 3, 5. Каждое следующее число – сумма двух предыдущих. Ну, в этом определении мы как раз и читаем. f от n. Как вычислить? Нужно взять f от n минус 1 плюс f от n минус 2, положить все в словарь f, то есть запомнить, и вернуть полученное значение. И еще отдельно в словаре f сохраняются значения для нуля и для единицы, чтобы эта рекурсия не была бесконечной. Set attributes f listable делает функцию f такой. Если f вызывается от списка, то мы получаем список элементов исходного списка такой, что к каждому элементу этого списка применена функция f. Идея получения явной формулы была такой. Попробуем найти геометрическую прогрессию, которая удовлетворяет такому же соотношению, что и числа Фибоначчи. Давайте определим ff. Это геометрическая прогрессия. Тут может стоять еще какой-то множитель b0, но это не так важно. Тождество, которое верно для чисел Фибоначчи, здесь превращается в такое тождество. Видно, что его можно сократить на b0 и на лямбда в степени n. Но мы попробуем его решить прямо так. Да, оно решается. И смотрите, что случилось. Мы нашли два значения лямбда, которые подходят. То есть есть два значения лямбда, такое, что лямбда в степени n подходит под это вот тождество. Второй элемент лямбда называется φ, это золотое сечение. А первый элемент, можно проверить явно, это минус единица на φ. Стоять. True. Дальше рассуждения такие. Мы имеем две геометрические прогрессии, которые удовлетворяют тождеству вот этому. Тогда их сумма тоже будет удовлетворять этому тождеству. Не такое очевидное утверждение, но вы подумайте над ним. Дальше. Вот возьмем эти две прогрессии. Одна а умножить на φ в степени n, а вторая получается такая. b умножить на минус единица разделить на φ в степени n. Сумма двух таких геометрических прогрессий тоже удовлетворяет тождеству чисел Фибоначчи. Так давайте же найдем такие а и b, чтобы нулевой элемент этой суммы был равен единице, и первый элемент этой суммы геометрических прогрессий был равен единице. Решаем. Первый аргумент функции solve – это список уравнений, неравенств. Второй аргумент функции solve – это список переменных, которые надо разрешить. И вот он успешно разрешает. Тут две фигурные скобочки. В принципе, ведь могло быть несколько пар а и b, а тут одна пара а и b. Фиксируем определение функции f3. Проверяем, что она работает. Десятый элемент чисел Фибоначчи – знакомое нам число 89. Дальше, то, что я не рассказал в предыдущем видео, то, что этот коэффициент и этот коэффициент можно записать проще. Ну, точнее, как-то красивее, что ли. Давайте умножим числитель и знаменатель на 5 минус корень из 5. Вот что получится для этого случая. Упрощаем. Первый коэффициент равен этому. Второй коэффициент 2 разделить на 5 плюс корень из 5. Умножаем опять на 5 минус корень из 5. И, видно, что получается вот это. Таким образом, вот более такая, красивая запись для явной формулы чисел Фибоначчи. Проверяем, работает она или нет. Работает. Итак, числа Фибоначчи – это сумма двух геометрических прогрессий. Ну и мы знаем, что первое число примерно 1,618, второе число минус 0,618. Степени этих двух геометрических прогрессий вот здесь вот это нарисованы. Одно имеет модуль больше единицы, другое меньше. Вот это вот слагаемое соответствует геометрической прогрессии со степенью минус 0,618. Когда мы возводим
0,618 со знаком минус в степени n, мы тут получаем все меньше и меньше число с увеличением n. Ну, в конечном итоге мы знаем, что вот отношение двух соседних больших чисел Фибоначчи это примерно φ. Не случайно, потому что можно как бы для больших n уже откинуть это слагаемое, и тогда числа Фибоначчи примерно равны какое-то число умножить на φ в степени n, а отношение двух соседей в точности, ну не в точности, получается равным числу, которое близко к φ. Чем больше n, тем ближе отношение к φ. Так, проверяем, что функция f3 правильно вычисляет числа Фибоначчи. Мы уже это проверили. Что такое геометрическая прогрессия? Пример. Пусть нулевой элемент равен 3, а каждый следующий это предыдущий умножить на 2. 3, 6, 12. Вот пример обыкновенной геометрической прогрессии. А сейчас вот я тут запишу страшное и непонятное. B это такой лежачий вектор 1, 0. Q это квадратная матрица 2 на 2. Две строчки, два столбца с элементами 1, 1, 1, 0. И мы запишем B0. Тут вместо умножения точка. Точка Q, точка Q. B0, точка Q, точка Q. Тут 1 Q, тут 2 Q, тут 3 Q, тут 4 Q и так далее. Что мы увидим? 1, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8, 5. Знакомые нам числа. Вот. Наша задача разобраться, что здесь написано. Ну, давайте пошагово. Во-первых, обратим внимание, что можно записать такое вот утверждение. Пара соседних чисел Фибоначчи записывается как пара таких выражений. Ну, последнее так вообще очевидно. f от n-1 равняется f от n-1. А первое утверждение, ну, это прямо-таки определение чисел Фибоначчи. Это верно. Но давайте думать про пару чисел Фибоначчи как про пару x, y. И как будто бы здесь вот записано, что функция от пары x, y старой дает некоторую новую пару x, y. Общая формула для получения новой пары x, y и старой может выглядеть вот таким образом. Новое x равняется ax плюс by. Новое y равняется cx плюс dy. Хорошо. Для чисел Фибоначчи мы получим, если x, y новое это fn-1, а старое x, y это fn-1, fn-2, то вот из этой записи, и вспоминая, как это все выглядит вот здесь вот, мы получаем a равняется единице, b равняется единице, c равняется единице, d равняется нулю. Вот. Дальше нам потребуется функция newPointList, которая применяется к списку пар x, y. Вот мы пишем тут функцию, которая преобразует одну пару x, y. И пишем, что ее надо применить. По-английски это map. Слэш и собака. Подсказка не всплывает. Ну, вот этот вот оператор map. Применяем к списку L. Давайте проверим, как это работает. Вот. То есть мы в качестве первого аргумента передали список пар и получили список преобразованных пар. Тут можно было написать еще xx, yy и получить еще одну преобразованную пару. Ну вот, кстати, можно было бы не вводить новую функцию newPointList, не дописывать слово list, а сделать так, чтобы функция newPoint вычислялась и для пары x, y, и для списка пар. Давайте посмотрим, как это можно сделать. А вот так вот. Запись это довольно сложная и непонятная. Ну, здесь написано следующее. Определяем функцию newPoint
Дальше в квадратных скобочках описаны аргументы и пререквизиты к этим аргументам, то есть каким условиям должны удовлетворять аргументы. Чтобы раскрыть определение функции, как написано справа от знака двоеточия равно. Так вот, тут написано, если x не является списком и y не является списком, тогда new point это вот то, что здесь написано. То есть преобразованная пара. То есть мы думаем про x как про число, про y. А второе определение функции new point мы берем, значит, и указываем пререквизит для аргумента L. Пререквизиты пишутся после знака вопроса. Матрикс Q это функция, которая равна true, когда аргумент L является матрицей, то есть списком списков. Функция list Q равна true тогда, когда аргумент является списком. Так. Вот этот значок, восклицательный знак, означает отрицание. То есть x подчеркивание. Тут может идти дальше либо тип, либо знак вопроса и условие. Тут стоит знак вопроса и условие. И здесь нужно написать функцию, которая возвращает true или false. И если, значит, возвращается true, то годится. Определение справа от двоеточия равно годится для того, чтобы вычислить функцию newPoint. Проверяем, как это работает. Это работает как надо. Да, кстати, обратите внимание, вот если a, b, c, d равны 1, 0, 0, 1, то мы получаем ax это просто x, плюс by это 0. То есть тут стоит просто x. c равняется 0, d равняется единице. То есть здесь стоит просто y. Таким образом, новая пара xy это старая пара xy. Давайте это запомним. Вот эта вот комбинация параметров a, b, c, d дает нам идентичное преобразование. Следующая вещь, которая нам понадобится, функция flatten. Функция flatten, она как бы стирает все фигурные скобочки внутри. Делает просто список элементов. На вход функции f можно подать матрицу, двумерную, трехмерную, а на выходе будет просто список. Но если вы в качестве второго аргумента укажете 1, тогда вы получите список, у которого как бы убрана одна размерность. Если же вы укажете 2, то будет убрано 2 размерности. Ну а если 3, то 3. Короче, я хочу нарисовать вот такую штуку. Это множество точек. Множество синих точек, множество желтых точек и множество зеленых точек. Вот здесь у меня находятся синие точки, желтые точки и зеленые. Точки это пары координат. И вот как раз вот, когда я тут делаю матрицу, у меня получается матрицу table, у меня получается двумерная матрица. А я хочу ее превратить просто в список точек. Возьмем flatten от этой матрицы и получим просто список пар. И здесь у меня, значит, пары точек 5i запятая g. То есть как бы x пробегает точки 5i, а y пробегает точки y. То есть x как бы скачет сразу же через 5, а y скачет через 1. Видите, тут указаны координаты 10, 20. Потом наоборот, это получаются желтые точки. И еще третий набор точек, это вот солнышко. Давайте теперь сделаем следующее. Вот наша матрица. Ой, кстати, она не такая. Она такая вот. 1, 1, 1, 0. A, B, C, D. И нарисуем множество преобразованных синих, желтых и зеленых точек. Синие точки остались горизонтальными, а вот желтые линии наклонились. Они были... Нет, синие точки у нас изменились. Они были вертикальными, а стали горизонтальными. Желтые точки теперь идут под углом 45 градусов. Ну и солнышко видно, что оно скособочилось, вытянулось. Давайте разберемся.
поместим все это внутрь manipulate. Теперь A, B, C, D – это числа, которые мы можем менять и наблюдать за тем, что происходит. Ага. Обратите внимание, я взял A, B, C, D равными 1, 0, 0, 1, начальное значение. Это и есть идентичное преобразование, про которое я выше говорил. Буква А, как мы видим, отвечает за сжатие горизонтальное. Сжатие или растягивание. D отвечает за сжатие или растягивание вертикальное. Хорошо. Что такое B? Вот это уже интересно. Это скособочивание такое. А вот другой вариант скособочивания. Видите, мы тут получили в какой-то момент вращение. Квадратики остались квадратиками. Просто вся плоскость повернулась. Ну, еще, видимо, чуть-чуть растянулась. Но если мы вернем I и D в числа близкие к единице, то будет картинка похожая на исходную, только повернутая на какое-то количество градусов. Хорошо. Давайте проделаем следующую операцию. Применим функцию t к точке 1, 1 несколько раз. 13, 8. Узнаем числа Фибоначчи. Вот эта вот штука, применение функции несколько раз в математике называется nest. Математика – функциональный язык программирования. Функция nest в первом аргументе получает функцию h. Второй аргумент – это x, к которому надо применить функцию h. А третий аргумент – сколько раз. Nest-лист выдает последовательные шаги применения функции h. Вот. Таким образом, мы получили еще один способ вычисления чисел Фибоначчи. Давайте нарисуем результат выполнения nest-лист. Вот. Координаты этих точек – это соседние числа Фибоначчи. Теперь возьмем логарифм. Начинается с точки 0, 0, это и есть 1, 1. Потом координаты равны логарифм двойки 0, ну и так далее. Видно, что дальше точки лежат примерно на прямой, это и есть случай стремления к геометрической прогрессии. А давайте попробуем, что еще мы могли бы получить, если бы взяли другие числа А, Б, С, Д. Здесь описан как раз такой вариант. Так, какие-то числа А, Б, С, Д тут взяты, хитрые. N это сколько раз нужно применить. А. Начинаем менять А постепенно, не спеша. N это количество шагов. Давайте увеличим это число. Вот. Меняем А. Вот это вот расходящаяся спираль. Когда мы уменьшаем n, начинают убираться внешние звенья. Теперь нарастим обратно. А вот так наоборот. Убираются внутренние звенья. С. Ну, похожий эффект. D. Ну, все они примерно одну и ту же картинку делают. А вот мы тут получили с вами странные случаи уже. Уже не спиральные, какие-то такие вот странные. Так, посмотрим, как дела с нашим зрителем. У нашего зрителя волосы дыбом встали. Ну что ж, хорошо, это
ожидаемый эффект. Двигаемся дальше. Применим это преобразование дважды. А лучше так. Один раз с коэффициентами А1, Б1, С1, Д1, а другой раз с коэффициентами А2, Б2, С2, Д2. Что получим? Получим такое выражение. С помощью функции коллекта мы можем собрать коэффициенты при x и при y. Вот. Мы видим, что двойное применение преобразования new point дает преобразование того же вида, где А равняется А1, А2, Б2, С1, новое B равняется А2, Б1, Б2, Д1 и так далее. Вот. Ну так что? Это и называется произведение матриц. Вот это вот набор коэффициентов матрицы 1, этот набор коэффициентов матрица 2, а вот это вот новый набор коэффициентов А, Б, С, Д и есть результат умножения матриц. Я думаю, это очень даже понятно, откуда это берется. Мы хотим вот эти вот растяжения, скособочивания применить друг за другом. У одного, значит, преобразования плоскости одни коэффициенты А1, Б1, С1, Д1. У другого другие. Какие будут коэффициенты у преобразования, которое получается в результате последовательного применения? Сначала первого преобразования, потом второго. Вот он ответ. И в математике этот ответ уже заложен в операторе умножения двух матриц. Значит, первая матрица А1, Б1, С1, Д1. Вот вторая матрица. Умножаем, а потом просим записать это в матричной форме. Ну, вроде совпадает. Вот наша матрица. Давайте ее умножим на себя несколько раз. Мы узнаем числа 34, 21. В математике есть функция matrix power, которая позволяет сразу же вычислить это вот произведение. Но не сразу же, а просто вычислить. Произведение из 8 таких матриц. Хорошо. И вот наше четвертое определение чисел Фибоначчи. Matrix power 1, 1, 1, 0. Взять из первой строчки первый элемент. Это вот как бы первая строчка, а 34 это первый элемент в данном случае. Проверяем, как работает. Работает успешно. Сколько времени работает? Быстро. Но давайте все-таки сравним. Для начала еще попробуем сами определить функцию matrix power. Назовем ее matrix power 2. Как мы ее определим? Для n равно нулю будем возвращать матрицу, которая равна единице. Ну, как обычно делают, а в степени n. Когда n равняется 0, нужно возвращать 1. А мы тут живем в мире матрицы, поэтому надо вернуть идентичную матрицу. Матрицу идентичного преобразования. Если же n больше нуля, то мы возвращаем m умножить на m в степени n-1. Проверяем, работает ли этот definition. Вроде работает. И довольно быстро. А для 1000, ну, уже не мгновенно. Целых 38 миллисекунд. Давайте более эффективно определим m в степени n. Это очень важный код. Классический код. Разберем его. Если n равняется нулю, то вернем, как и раньше, единичную матрицу. Матрицу идентичного преобразования. А тут интересно. Есть вот вариант старый. Если n по модулю 2, то есть остаток от деления n на 2 дает 0, тогда выполняем вот это. Если же 1, то есть число нечетно, то это. Таким образом, для нечетных n мы действуем по-старому. То есть рекурсивно вызываем m в степени n-1 и умножаем это на m. А если n у нас четно, то мы m умножаем на m и возводим как бы квадрат матрицы m в степень n пополам. Ну, это классная идея. Если вам нужно 3 умножить на 3, умножить на 3, умножить на 3, умножить на 3 и умножить на 3, то можно как поступить? Можно 6 раз умножить тройку на себя, а можно 3 умножить на 3, а потом этот результат умножения 3 на 3 умножить 3 раза. Ну, перемножить 3 числа, то есть выполнить 2 оператора умножения.
Конечно, на примере 6 это не так впечатляет, но представьте себе, что у вас 3 в степени 256. Ну, тогда вы, наверное, быстренько поймете, что 3 умножить на 3 в степени 128 это сильный шаг. Не вперед, а сильный шаг к нулю по направлению к нулю, когда n будет равно нулю, мы будем знать ответ сразу же. Нам нужно вот с помощью рекурсии как можно скорее уменьшать n. И вот это неплохой вариант уменьшения. Оно сразу же уменьшается в 2 раза. Ну ладно. Мутное пояснение. Лучше вчитайтесь, помедитируйте и поймете. Работает. Работает. А как быстро работает? О, тут уже 3 нуля семерка. А помните, сколько там было? А у нас было 1, 0, тройка, ну четверка. Да, неоптимизированный вариант возвращает 0,3, 0,03 или 0,04, где-то в таком диапазоне. А здесь вот уже для 10 тысяч. Ну уж очень большие получаются тут числа. Давайте сделаем хитрость. Возьмем по модулю 1597, чтобы не так много возвращалось. Вот эта тройка. Вот. И сравним это с встроенной функцией matrix power. Опаньки, мы ее обогнали. Еще раз. Снова обогнали. Да мы молодцы. Мы такое определение дали. Matrix power 2O. O от слова optimized. Что обогнали встроенную функцию matrix power. Ну все, пожалуй, на сегодня. Конечно, я не все рассказал еще про матрицы. Очень важный момент, конечно, я не рассказал. Вот в этом алгоритме вычисления матриц, так, сотру это, пожалуй, неявно используется очень важное свойство. А именно, где эти матрицы? Давайте я их скопирую. Вот они. Очень важное свойство. Матрица такое. То, что я как угодно могу расставлять скобочки. Могу вот так расставить. Как-нибудь так. И результат не зависит от того, как я расставлю скобочки. Это задачка. Попробуйте сами доказать. Данное свойство называется свойством ассоциативности умножения матриц. Также я не рассказал, что матрицы бывают не только 2 на 2, а 3 на 3. Но вы тут можете сами догадаться. Вместо xy и преобразования, значит, xy в новое xy надо взять преобразование xyz. Задача. Выпишите формулу умножения матриц 3 на 3. Попросите у математики проделать эту операцию, которую мы проделали. Где она? Вот здесь вот. Написать collect, вот expand. Тут будет у вас x, y, z. И надо будет посмотреть, чему равны коэффициенты в каждой строчке при x, y и z. Ну, в общем, очень много всяких идей для самостоятельной работы, для самостоятельных математических экспериментов. Ну, давайте посмотрим статус зрителя нашего. Ну да. Пока-пока.